Всем привет! Очередное трясущееся видео посвящено автоматическому резаку. У меня спустя год протяжки бутылок руками меня посетила идея, а почему бы этот процесс не оптимизировать, не автоматизировать и не сделать так, чтобы бутылки нарезались с помощью другого двигателя, и чтобы мои руки в этом принимали опосредованное участие только для того, чтобы бутылку направить. Подумал, как это можно сделать, совместить с уже имеющимся решением. Решил, что на катушку хранения будет наматываться лента, которая будет разрезаться вот этим вот стандартным бутылкорезом из подшипников, и она будет наматываться вот сюда. Соответственно, эту катушку вращает двигатель NEMA-17. Двигатель NEMA-17 управляется простейшим потенциометром, то есть он умеет вращаться сюда, он умеет вращаться сюда. Ну и у него какое-то вот мертвое есть положение, где не активен он. Как устроено? Соответственно, здесь обычные зажимы, так же как на катушках хранения. Здесь платформа, на которую катушка хранения как раз встает. Вот тут есть вырезы, и она туда падает. Вот так. И все, она уже здесь сидит очень хорошо. Так, платформа имеет посадочные места под подшипники, но что-то как-то мне лень туда их запихивать, поэтому они есть с этого края и с этого края. Но я опять-таки уже не знаю, сколько протянул без них, все прекрасно работает. В принципе, можно их и не использовать. С этой стороны платформа прикручена винтами к последней шестерне подпула без изменений. Сидит она, все это дело садится на вот такую, тоже такую своего рода платформу, которая прикручивается 5 винтами к основанию. Через нее пропускается шпилька на М5. И это все дело приводит в движение вот этот шестеренка с 8 зубами, тоже от подпула. В оригинале подпуловская шестеренка чуть выше, но эта проблема легко решается кусачками, просто откусывается часть, которая нужна. В принципе, все, что необходимо, уже лежит в репозитории. Ссылку я дам именно на резак. И вы можете скачать, там уже шестеренку ничего обкусывать не надо. Если вы ее распечатаете, то она уже подойдет. А если у вас лишняя какая-то от подпула есть, ну, можете приспособить. Небольшой защитный кожух, платформа, к которой крепится сам двигатель NEMA-17. Эта платформа крепится к столику. Столик под платформой имеет вырез, который повторяет контуры NEMA-17. После того, как вы вырезали, вы устанавливаете вот эту платформу, одеваете на нее платформу с шестерней, придвигаете сюда и фиксируете 4 винтами саму вот эту вот зелененькую платформу, чтобы зубья были в зацеплении, но имели небольшой люфт. Вот такой буквально чуть-чуть. Решение не новое, решение уже, в принципе, у некоторых блохеров реализованное, но я думаю, что позади планеты всей, я тоже себе такую штуку намутил. Скетч выложен в репозитории уже давно, в группе в Телеграме люди уже давным-давно его увидели и скачали. Кто просил исходный код, прошивку от контроллера, он, в принципе, уже его, условно говоря, получил, потому что если приложить голову и там руки, можно из скетча от этой протяжки и скетча от сушки собрать, в принципе, подпул.
эти два устройства, они надерганные из вот этого контроллера. Вот. Что дальше? Регулируется это все, как я уже и говорил, потенциометром. Имеет плавный старт в одну сторону, плавный старт в другую. Из минусов могу заметить не так. Из особенностей. Во-первых, бутылки резать очень удобно именно потенциометром. Вы должны в любой момент времени иметь возможность сделать протяжку побыстрее или помедленней. Кнопки для этого не особо подходят, потому что кнопками замучаешься изменять скорости. Поэтому потенциометр в данном случае так, наверное, и останется. Другая особенность. Все-таки передаточное число вот этой шестеренки, оно не совсем прям вот так, что не совсем достаточное, так скажем. При неправильной установке бутылки, если вы ее сильно наклоните вперед, двигатель начинает пропускать шаги. Но в принципе это можно воспринимать не как минус, а как вполне себе плюс. Потому что таким образом вы никогда чересчур сильно бутылку вперед наклонить не сможете, избежите закусывания и всего остального, всех проблем сопутствующих. Я уже нарезал на этом резаке порядка где-то 3 килограмм пластика. Полторашки режутся вообще на ура. Пятерки на ура режутся. Единственное, что их нужно, конечно, осаживать. Кеги вполне без вопросов режутся. И мало того, кеги я на этом станочке, на этой автоматической протяжке резал. Даже просто чуть-чуть скорость выставил. Вот сюда подложил, чтобы кега была относительно ровно. Вот сюда что-то подложил, такой брусочек. И она прям сама потихонечку до конца распустилась. Я там ни руками ей не помогал, ничего. Она ровненько долбанула сама до самого конца. Для чего все это надо? То есть изначально я резак сделал отдельным устройством. Почему? Потому что просто устал тянуть руками. Но потом я подумал, а почему бы всю эту конструкцию не внедрить в сам процесс переработки? В чем плюс? Во-первых, мы можем в начале переработки этим резаком сразу сюда там 4-5 бутылок намотать полторашек. И у нас на этой бобине будут уже готовые к переработке лента. Мы можем снять катушку, поставить другую, намотать, либо же сразу пустить ее туда. Второй плюс этого всего, поскольку используется для привода шаговый двигатель, он имеет какое-то усилие, необходимое для того, чтобы его стронуть с места, прокрутить. Это же усилие может вполне себе использоваться как преднатяг для входа в ленты во фьюзер. И если раньше я для того, чтобы обеспечить преднатяжение, у меня лента входит под углом 90 градусов во фьюзер, и необходимо для того, чтобы избавиться от перевивов, натянуть ленту. Так вот, этим сейчас занимается сам шаговый двигатель. Он прокручивается с усилием, и вот этого усилия как раз хватает, и оно, можно сказать, идеально для того, чтобы лента вот здесь вот преднатягивалась. Третье. После того, как мы намотаем вот сюда ленту, эту ленту переработаем, намотаем пруток, нам по-хорошему ее нужно смотать. В первой версии подпула, кстати, да, вот представляю, вторая версия подпула. В первой версии подпула это делалось на 4 скоростью, то есть бобина начинала быстро крутиться, и сматывать пруток можно было на отдельную там бобину руками там или еще как-то. Я решил, что незачем это делать, и пошел по пути Анатолия Роберта Са.
распечатал себе усиленный станок. Он имеет возможность расцепить большую шестерню с намотанным прутком от основного механизма двигателя и обеспечить ее некую степень свободы. После этого мы берем пруточек, через две направляйки одеваем сюда и простейшим движением сматываем ее со станка. После того, как смотали, мы катушку хранения кладем в сушку, либо пускаем на печать, одеваем сюда новую и опять готовы к работе. То есть я решил проблему перемотки, точнее вторую уже проблему. Сначала мне нужно было вручную нарезать ленту. Я эту проблему решил, теперь это режется все автоматически. И теперь я решил вторую проблему. Это автоматическая перемотка готового прутка на, опять-таки, катушку хранения. Сейчас пока не буду разговаривать, наверное, это тема отдельного видео по поводу вот этой вот новой версии станка. Чуть попозже сниму по нему видео, потому что сейчас он в процессе доводки и все такое. Но сейчас хочу поговорить о резаке. Схема простейшая, она будет выложена в репозитории. Точнее, она выложена-то уже давно, но ссылка еще нигде не фигурировала, кроме как телеграм-чата. Там, собственно, схема состоит только из дополнительной Arduino, шагового двигателя и все. То есть только Arduino и шаговый двигатель. Этот драйвер шагового двигателя, ну и сам шаговый двигатель, и потенциометр. Работает она уже достаточно долго, безотказно, без вопросов. Поэтому не знаю, повторяли ее люди, не повторяли, но мне, в принципе, она нравится. Я сначала немножко огорчился, что у нее усилие вытяжки небольшое, но потом выяснилось, что для моих задач более чем достаточно. И все работает. Поэтому вот такое обзорное небольшое видео по резаку. Я, наверное, сейчас на паузу нажму, покажу, как сматывает он с этого. Бутылку, с вашего позволения, я резать не буду. Тут и так все понятно. Я уж не знаю, зачем это показывать, как он режет. Но вот смотать пруток будет показать интересно. Сейчас покажу. На паузу нажму. Так вот, я подготовил пруток. Пруток подготовил, то есть уже готовый, переработанный с катушки хранения. Я поместил сюда и через вот такие. Сначала хотел подшипники сделать, но потом думаю, запариваться не буду. И сделаю вот такие просто две направляйки, через которые пруток будет проходить. После этого они стандартно цепляются вот через отверстие сюда. И потенциометром можно смотать все это дело вот так. А можно смотать вот так. Ну и, соответственно, здесь мы можем намотать пруток, чтобы он был относительно ровный. То есть вот так вот двумя пальчиками мы можем смотать хоть 9 метров, хоть 50 метров с нашей бобины уже готового прутка. У меня сейчас в левой руке телефон, поэтому я полностью контролировать процесс не могу. Сейчас я вот так вот сделаю. У нас уже он кончается, поэтому надо сделать чуть скорость поменьше. Оп. И все. И у нас перемотанная катушка. Тут было 9 метров. Вот 9 метров мы перемотали. После этого мы можем спаять это все дело и дальше продолжить мотать. То есть вот такой вот одной такой вещью я, в принципе, три проблемы решил.
Первая автоматическая нарезка. Вторая преднатяжение, обеспечение преднатяжения. И третья автоматическая размотка. Вот такой вот резачок получился. Повторюсь по поводу станка чуть попозже. Все, всем пока, всем удачи, всех был рад видеть.